Приветствую вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал базируется в городе Измаил. Это юг Одесской области, юг Украины. Но независимо от того, где вы находитесь и где мы находимся, условия сейчас климатические очень такие сложные. Везде почти что то же самое происходит. Перестройка климата, сильная жара впереди, но между этими жаркими периодами всегда появляются то ли торнадо, то ли ливень, то ли град, или просто дождь идет. И в этом случае при таких температурах нужно обезопасить свои растения. Вот если нужна срочная помощь, я вам сейчас расскажу о тех продуктах, которые есть на кухне, и ими можно пользоваться, и то, что я уже проверила, и оно дает хороший результат. Когда у меня еще не было триходермина, трихофита, я использовала вот эти продукты. Первая помощь и первый продукт, который очень быстро готовится и очень эффективен, это дрожжи. Можно взять прессованные дрожжи, есть. В каждой хозяйке есть вот такие дрожжи, сухие, различных фирм, не имеет значения. Берете дрожжи, значит, прессованных мне нужно будет полностью 10 литров воды. Сначала беру 8 литров воды, в ведро можно, только не металлическое, это может быть ведро пластиковое или эмалированное. 8 литров воды сначала заливайте, теплой воды, эта вода должна быть температуры воздуха. Ну, если сейчас вот такая жара, у нас под 30 градусов, вот такая должна быть температура воздуха. А потом в конце мы дольем 2 литра, почему? Потому что именно начнет вот это все бродить, и ваша пенка все ценное выйдет из ведра, а это мы доливаем, такая же температура уже в конце готовности продукта. Итак, прессованных дрожжей испытано 200 граммов. Далее, или сухих 20 граммов. Вот такие сухие, какие у вас есть. Вот, таких дрожжей. Далее в ведро развожу еще. У меня вот есть сахар. Есть у кого есть 250-граммовая или чашка, или же обычный обыкновенный сахар. Добавляете вот этот стакан граненый, еще с советских времен. Можно больше, можно 300 миллилитров. Здесь особой роли не играет. Если есть варенье, можете немножко еще варенья добавить. Добавляете сюда, перемешиваете. И еще очень хорошо добавить стакан молока. Свежего молока очень хорошо, если это молоко натуральное. Если это в пакете нету такого домашнего, свежего, берите в пакете. Просто это мне больше нравится, оно дешевле сейчас и оно более эффективно. Температура воды 30 градусов. Теперь вот это все перемешали в 8 литрах. Оставляете на 2-3 часа. Ну, у меня 3 часа это все настаивается. Далее оно начинает шуметь. У меня есть, кстати, видео на нашем канале на эту тему. Можете посмотреть. И потом добавляю еще 2 литра воды этой же температуры и опрыскиваю. Причем очень хорошо. Почему я на первое место поставила вот эти препараты, так называемые. Но это продукты очень важные и которые есть всегда под рукой у каждой хозяйки. Вот эти продукты легко, быстро все готовятся. И можно... Самое главное, обрабатывать в любое время суток. Дождь завершился, это пусть 12 часов дня, вы взяли это, у вас есть возможность, в 3 часа у вас готовый раствор, опрыскиваете растения. Не надо ждать вечера, не надо ждать утра. Вот это сейчас очень быстро надо делать, просто мгновенно ориентироваться по ситуации. Вот дождь прошел, а все равно температура 26-28 градусов. И развиваются споры грибковых заболеваний молниеносно, переносятся воздушными потоками, переносятся в теплицы. А на огороде я уже молчу, там всегда вот это есть. Поэтому вот это продукт номер 1, этот рецепт, который я использовала всегда. Но он используется только в экстренных случаях. Я обычно один раз использую, если нет у меня в запасе триходермина и трихофита. А если есть в запасе, то тогда, конечно, триходермин или трихофит. Триходерму используем. Ну вот это использовали один раз, и дальше ищите уже препараты для того, чтобы было действенно, потому что это недолго работает. Это может, вот в течение суток-двое, это поможет. Далее нужно препараты уже настоящие, хорошие препараты, действенные. Дальше следующий продукт, который я использовала и который мне нравился и очень, как часто я 2 раза за сезон использовала именно для опрыскиваний.
Что это такое? Вот смотрите, пищевая сода, сода харчева. Это бикарбонат натрия, гидрокарбонат натрия или двууглекислый натрий. Это соль с выраженной щелочной реакцией. То есть щелочь, которая дает нам возможность использовать вот эти фунгицидные и антисептические свойства вот этого препарата. Что я делаю? Это уже проверено. Я беру, вот хочу показать, сколько я беру. Вот сколько, чтобы не было 10 литров воды, снова же температуры воздуха. И вот 2 столовые ложки на 10 литров воды, вот так сверхом соды. Перемешиваю температура воды, температура воздуха. Это очень важно. Вот это прекрасная сода, пищевая. Хотя многие утверждают, что нужно другое для пищи, но для растений очень хорошо помогает и очень тоже быстро. Но я этим препаратом, этим продуктом пользовалась всегда в вечернее время. В жару нет смысла. Я всегда говорю, если выше плюс 30, будьте внимательны, сода будет сжигать листочки. Поэтому в вечернее время вот этот продукт используем для того, чтобы мы могли спасти свои растения на какое-то время. Причем 1 или 2 обработки, но не друг за дружкой, потому что это щелочь. Далее третий продукт или третий рецепт. Сейчас мы к нему подходим. Ну, у меня всегда есть молоко или сыворотка для того, чтобы что-то выпекать, жарить. Поэтому домашние причем есть. Если у вас нету домашней сыворотки, сами можете приготовить. Очень просто делается. Вот это же молоко. Просто в теплое место на кухне, обычное место, где находится сейчас жарко. Вы просто оставляете на сутки. Если это идут дожди и циклоны, то очень быстро оно прокисливается, становится кислым. Ну и затем вы его переливаете аккуратненько в кастрюлю и доводите на медленном огоньке, доводите до температуры плюс 40 градусов. Все пишу, потому что многие не успевают за моим голосом. Итак, беру кислое молоко, на медленном огне довожу до температуры 40 градусов, не более. Далее на марлю сыворотку забираю, то есть творожочек. И у меня остается вот эта жидкость. И вот эта жидкость и есть сыворотка. Это для новичков, которые еще не знают. Но если есть возможность купить готовую, покупаем готовую. Вот этой сыворотки мне нужна 1 литра и плюс 9 литров воды. И получается у меня в общем объеме 10 литров вот этого раствора. И обязательно здесь же мне помогает йод. 15 капель йода добавляю, не больше. Ни больше ни в коем случае. Вот 15 капель это проверено уже многократно и очень хорошо работает. И вот это нужно вот этим раствором работать в вечернее время. Здесь есть йод. И нужно время для того, чтобы до утра, вечером обработали, до утра вот эти процессы все работы с спорами грибковых заболеваний проходят успешно. Кстати, молочная сыворотка это еще и очень хороший продукт для подкормки. Ну, конечно, он не заменит наши все подкормки, которые должны быть, все микроэлементы, но частично тоже решает этот вопрос. И вот именно вот этим раствором я пользовалась на огурцах, на томатах, на баклажанах. Кстати, даже перец использовала, тоже обрабатывала, потому что они у меня в одной теплице. И баштан тоже в огороде тоже проходила, и очень хорошо вот этот продукт работал. Такие вот 3 важных продукта, ну тут можно их назвать больше, потому что у нас и йод, молочная сыворотка или молоко. Далее йод нам нужен, нам нужны дрожжи, вот они, нам нужен сахар, молоко мы говорили, и сода, обыкновенная сода. И можно вот 3 сделать раствора. Самый первый это у нас дрожжи, дрожжевой. Это то, что можно очень быстро сделать и дать возможность растениям выжить в этих сложных условиях. Вот я их в первую очередь на первом месте ставлю. Мне это всегда помогало. Но это не заменит вам тех препаратов, которые будут работать долго с вашими растениями. Поэтому ищите потом триходермин, найдите. Интернет сейчас есть, работает это все. Ищите свежие препараты. В ваших магазинах, может быть, семенных есть, тоже такое используйте.
И вот трихофит, триходерма. Триходерма в основе, вот это очень хорошо работает. И тоже я делаю один, сейчас я бутылочку принесу. Вот еще тот продукт, который уже после всего, я через 2-3 дня использую трихофит, триходерма. Ставлю жидкое 1 литр на 9 литров воды. Снова же температуры воздуха, это очень важно. И перемешиваем и обрабатываем все растения очень хорошо. Потому что вот этот, да, кстати, можно добавить еще для того, чтобы больше удерживались эти, вот даже вот эти продукты, рецепты, можете добавить просто-напросто еще шампунь, ложку столовую шампуня или же моющего мыла жидкого. Очень хорошо работает. Я не работаю с хозяйственным мылом, потому что оно какого-то странного в последнее время производства и странного и запаха, и качества не то, что было раньше. А зато моющие средства для тела именно и шампунь для тела очень хорошо работает. Вот так 3-4 продукта важных, которые могут нам помочь в сочетании еще с добавками кухонными. Это нам может помочь быстро решить задачи. Почему так долго и длинно? Потому что постоянно возникает куча вопросов. А это что? А это как это сделать? И что это сделать? И почему это? И сколько? Я вам ответила на эти вопросы, сразу же записав и озвучив все эти компоненты и рассказал, как это делается и когда это делается. Раиса Греченко, Александр Волик ответили на ваши многочисленные вопросы, как спасти срочно наши растения от различных заболеваний, которые сейчас просто будут свирепствовать и наносить ущерб нашим растениям в огороде. Но мы им не позволим это. До новых встреч, здоровых вам растений, вам здоровья крепкого. Пока-пока.